Ты слушаешь Радио Мария. Израильская служба новостей в прямом эфире на Радио Мария. Здравствуйте. Сегодня понедельник, 24 марта. Мы начинаем. Главные новости Израиля. Слушай на Радио Мария. Хуситы в Йемене взяли на себя ответственность за запуск баллистической ракеты «Палестина-2» по аэропорту имени Бен-Гуриона вчера утром 23 марта. Наши военные прокомментировали, что перехватили ракету до того, как она пересекла границы Израиля. По всему центру Израиля завыли сирены. Хуситы утверждают, что атака остановила работу аэропорта. Кроме того, хуситы добавляют, что несколько часов атаковали ракетами-беспилотниками авианосец США «Гарри Трумэн» и другие корабли в Красном море. Напомню, что еще 18 марта хуситы заявили, что не намерены оставлять без ответа возобновление ударов Израиля по сектору Газа. На прошлой неделе президент США Дональд Трамп объявил, что отдал приказ о начале операции по нанесению мощных ударов по хуситам. После этого США нанесли более 50 ударов, в том числе по складам вооружений и предприятию по сборке беспилотников. Тем временем в аэропорту Бен-Гуриона вчера во время атаки хуситов было ЧП, потому что хуситы указали, что аэропорт – это их цель. В момент атаки из Йемена давайте посмотрим, что было в аэропорту имени Бен-Гуриона. Добавлю, что это уже пятое нападение хуситов на Израиль за последнюю неделю. Военный представитель хуситов Яхья Сари также заявил, что атаки продолжатся. Продолжаем новости Израиля на Радио Мария. Тем временем госсекретарь США Марко Рубио подтвердил поддержку Израиля со стороны администрации Трампа во время телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньягу. Рубио, далее цитирую, обсудил продолжающуюся военную операцию Израиля в секторе Газа и усилия по освобождению заложников, говорится в сообщении Госдепартамента. Также выразил решимость администрации Трампа восстановить свободу судоходства в Красном море посредством военных операций против поддерживаемых Ираном хуситов в Йемене, добавляется в сообщении Госдепартамента. В это же время армия обороны Израиля сообщила, что тысячи военнослужащих готовятся присоединиться к военным операциям в секторе Газа, наращивая тем самым возобновившееся наземное наступление армии обороны Израиля против террористов Хамас, которое в настоящее время осуществляется ограниченными силами. Напомню, что 36-я армейская дивизия провела несколько месяцев на севере и принимала участие в наземном наступлении против Хизбаллы в Ливане. Теперь же она передислоцируется в Южное командование и уже начала подготовку к военным операциям в секторе Газа, сообщает Цааль. В настоящее время только дивизия Газа и 252-я резервная дивизия армии обороны Израиля проводят операции в секторе Газа. Этот шаг добавит к наступлению еще тысячи солдат. Сообщается, что начальник Генштаба армии обороны Израиля генерал-лейтенант Эяль Замир настаивает на расширении возобновившегося наступления армии обороны Израиля против Хамас в секторе Газа. Замир на встречах с политическим эшелоном говорит, что Хамас тянет время. Это стратегия, а не тактика. Операция Цаля наносит ущерб Хамас и вызывает некоторое движение, но не приводит к освобождению заложников. Поэтому выбора нет. Давление должно быть усилено, цитирует Эяля Замира СМИ Израиля. Кабинет премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньягу единогласно проголосовал за вотум недоверия юридическому советнику правительства Гали Барав-Миаре, открыв путь к ее отставке.
Сама же Гали Барау Миара обвиняет правительство в стремлении действовать вне закона, без каких-либо ограничений ее полномочий, а также в стремлении заставить замолчать правительственную систему юридических консультаций, которую она возглавляет. Барау Миара комментирует, что предложение об отстранении не имеет юридической силы и не окажет никакого влияния на усилия правительства по ее отстранению от должности. Добавлю, что вотум недоверия юридически не является частью процесса импичмента, который требует созыва публичного комитета из 5 человек, ответственного за назначение и в значительной степени увольнение юридического советника. Но он знаменует собой официальное принятие правительством процесса, который должен завершиться ее увольнением. Высший суд назначил на 8 апреля слушание петиции против решения правительства об увольнении главы Шабак Ронена Бара. Напомню, что после решения правительства в Высший суд было подано множество жалоб, в которых утверждалось, что у премьер-министра Биньямина Нетаньягу и всего правительства возник конфликт интересов при увольнении главы Шабак Ронена Бара из-за продолжающегося расследования предполагаемых незаконных связей между близкими помощниками Нетаньягу и Катаром. Президент Израиля Ицхак Герцог уже открыто критикует правительство. Он заявил, что закон не может быть нарушен, а постановления суда не могут быть проигнорированы, критикуя попытки правительства отстранить главу Шабак Ронена Бара и юридического советника правительства Гали Барау Миару. Герцог говорит, что избранные должностные лица должны следовать 3 правилам. Далее цитирую: «Гражданской войны нет и не будет». Второе: нет и не будет нарушения закона. И третье: нет и не будет нарушения постановления суда. Конец цитаты. По мнению Герцога, несоблюдение этих 3 принципов приведет к тому, что это разрушит нашу страну. Какого уровня безумия мы можем достичь как нация, спрашивает Герцог. Герцог считает, что большинство израильских граждан отвергает злой дух партийности, охвативший страну. Они верят во что-то другое, в то, что они не готовы мириться с разделением, фракциями, ссорами, криками и беспорядками, но хотят, чтобы народ Израиля продолжал существовать вместе, потому что ему угрожают действительно страшные враги извне, говорит президент Герцог. То есть протесты против избранного правительства, штурм резиденции Нетаньягу, перекрывание дорог машинами в час пик – это, по мнению Герцога, народ так объединяется. Поддерживаете ли вы такое объединение? Напишите свои мысли под этим видео, видеоверсии наших новостей на YouTube-канале Радио Нария. Добавлю, что ваши комментарии читаем не только мы, и они очень важны. Полиция Израиля сообщила, что арестовала 3 протестующих во время демонстрации возле частной резиденции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньягу в Иерусалиме днем 23 марта. Протестующие на улице Аза решили штурмовать дом Нетаньягу и попытались прорваться через ограждения, которые отделяли их от дома премьер-министра. Полиция оттеснила протестующих. Добавлю, что с прошлой недели в столице продолжаются демонстрации, в которых принимают участие тысячи людей. Протесты были вызваны решением правительства уволить главу Шабак Ронена Бара и юридического советника правительства Гали Барау Миару, а также возобновлением боевых действий в секторе Газа. Второй день подряд протестующие пытаются прорваться к резиденции премьер-министра. Цель – спровоцировать стражей порядка на ответные действия. Потом же вновь обвинить Нетаньягу, что он подавляет свободу протеста и разрушает нашу страну. الدم של חיילים עצמם בחטופים לחץ צבאי להוריד את החטופים לחץ צבאי להוריד
Пока протестующие пытались штурмовать резиденцию Нетаньягу, вчера вечером в Иерусалиме харидим устроили свой протест. Харидим перекрыли перекресток и близлежащие улицы, бросали яйца и камни, выкрикивали в адрес полиции слова, цитирую, «террористы, убийцы, нацисты». После неподчинения указанию полиции и распоряжению сотрудника полиции, объявившего собрание незаконным, полиция начала действовать. В полиции Израиля прокомментировали: полиция продолжит предоставлять свободу протеста всем в рамках закона, но будет принимать меры против беспорядков, создания опасности для участников дорожного движения и других незаконных действий, совершаемых с нарушением закона и наносящим ущерб свободе передвижения участникам дорожного движения. Министр строительства Ицхак Гольдкнопф оказался в центре очередного скандала после того, как в сеть попало видео. Ицхак Гольдкнопф танцует под антисионистский гимн, направленный против призыва в армию обороны Израиля. Все это происходит на свадьбе. Ультраортодоксальные мужчины поют, цитирую, «умрем, но не призовемся». Гольдкнопф утверждает, что в этой ситуации его просто подставили. В соцсети X министр написал, что был на свадьбе своего родственника, когда во время танцев внезапно сменили музыку и зазвучала песня, цитирую, которая мне, мягко говоря, не понравилась. Министр утверждает, что он не покинул свадьбу только потому, что не хотел оскорбить жениха и его семью. К сожалению, некоторые воспользовались этим для подстрекательства против меня, будто я согласен с содержанием этой песни. Так вот, я ее осуждаю, написал министр. Как это было? Давайте посмотрим. Военнослужащий армии обороны Израиля из Северного военного округа был приговорен к 10 месяцам тюремного заключения за тайную съемку женщин-солдат в туалетах. Сообщается, что он как минимум 6 раз использовал свой доступ к ключам от туалета, чтобы записывать разговоры солдаток, а также сохранял на своем телефоне отснятые материалы. Кроме того, военнослужащий обвиняется в оказании помощи женщине-солдатке, фальсификации записи о посещении врачей и подделке медицинских документов с целью уклонения от службы на базе. По данным 12-го телеканала израильского телевидения, наказание военнослужащему было увеличено с 7 до 10 месяцев после апелляции военной прокуратуры, которая утверждала, что первоначальное решение было слишком мягким. Уже через несколько секунд мы продолжим главные новости Израиля. Не забудьте подписаться на наш телеграм-канал. Ссылка на наш телеграм-канал будет в первом закрепленном комментарии под этим видео. Или же, если вы смотрите нас по телевизору, отсканируйте телефоном QR-код на ваших экранах. Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой в помощи установить местонахождение пропавших мамы и сына. Пропали 53-летняя Ади Гринхойс и ее сын Яков Йосиф Гринхойс. В
Последний раз их видели в четверг, 19 марта, в больнице ЗИВ в Цфате. Приметы пропавших. Рост женщины 160 сантиметров, темные волосы. Рост мальчика 110 сантиметров, короткие волосы с пейсами. Все, кто что-либо знает о месте нахождения пропавших Ади Гринхойс и ее сына Якова Йосифа Гринхойса, позвоните в полицию Израиля по номеру 100 или же в полицию Цфата по телефону 04 697 84 44. Фотографии пропавших сейчас на ваших экранах. Каждый из вас уже сейчас может поддержать Радио Нария. Для этого подпишитесь на наш канал, нажмите на кнопку «Подписаться». Также нажмите на палец вверх под этим видео, если видео вам понравилось. Если не понравилось, нажмите палец вниз. Обязательно оставьте свой комментарий. Благодарность и нашим спонсорам. Их имена вы видите сейчас на своих экранах. Видеоверсии наших новостей на YouTube-канале Радио Нария. Израильская служба новостей желает вам хорошего дня. Уже завтра, во вторник, 25 марта, в 6 часов утра по Иерусалиму, мы снова в прямом эфире. Вы должны знать правду. До встречи завтра.